Фотограф дикой природы по имени Дэниел был уверен, что сделал снимок всей своей жизни. На фотографии огромный ягуар, спокойно лежащий на ветке дерева. Это был кадр, на который можно было смотреть часами. Более того, Дэниел заподозрил, что перед ним может быть редкая разновидность ягуара из-за необычного окраса. Чтобы подтвердить свою догадку, он обратился к известному биологу, доктору Эмили Картер. Однако реакция Эмили оказалась совсем не такой, как он ожидал. Увидев снимок, она буквально потеряла дар речи. Но дело было не в редком окрасе. По ее мнению, это животное могло оказаться чем-то гораздо более необычным и важным. Дэниел надеялся, что она просто подтвердит его гипотезу, ведь он уже представлял, какой резонанс вызовет его фотография. Но Эмили сразу остановила его и попросила ни в коем случае не публиковать снимок. Это удивило и даже немного разозлило Дэниела. Он не понимал, почему должен скрывать такую находку. Тогда Эмили объяснила, что ей необходимо лично увидеть место, где был сделан снимок. Только так она сможет убедиться в своей догадке. Несмотря на усталость после недавней экспедиции, Дэниел согласился. Его заинтриговали слова Эмили о том, что открытие может оказаться намного значительнее, чем просто редкий вид. Уже на следующий день они отправились в Бразилию, вглубь Амазонии. Подготовка была спешной, и это вскоре дало о себе знать. Путь оказался сложным и изматывающим. Жара, влажность и густые заросли делали каждое движение тяжелым. Для Эмили это путешествие стало настоящим испытанием. Она быстро уставала, расходовала много воды, и их запасы начали стремительно уменьшаться. Дэниел же был полностью сосредоточен на цели – найти того самого ягуара. Когда они добрались до места, где был сделан снимок, их ждало разочарование. Дерево оказалось пустым. Казалось, все было напрасно. Но Дэниел не собирался сдаваться. Он начал искать следы, надеясь определить направление, в котором мог уйти хищник. В попытке привлечь животное он решил использовать приманку – мясо. Это было рискованное решение, ведь в джунглях такой запах мог привлечь не только ягуара. Они устроили укрытие и стали ждать. Наступила ночь, и лес наполнился звуками, шорохами, криками, рычанием. Каждый звук заставлял их напрягаться. Однако к утру приманка осталась нетронутой. Стало ясно, что ягуар не просто осторожен, он умен и, возможно, уже знает об их присутствии. Их силы были на исходе, вода почти закончилась, а надежда начала угасать. И вдруг все изменилось. Лес неожиданно затих. Это был тревожный знак. Так ведет себя природа, когда рядом появляется хищник. И действительно, позади них, в лучах солнца, стоял тот самый ягуар. Вблизи он выглядел еще более впечатляюще. Огромный, мощный, с глазами, в которых читался холодный разум. Страх мгновенно охватил людей. Они больше не были исследователями, они стали добычей. Не раздумывая, Дэниел и Эмили бросились бежать. Когда они наконец остановились, измотанные и напуганные, пришло осознание. Все это время не они искали ягуара, а он наблюдал за ними. Но самое удивительное открытие было впереди. Изучив следы, Эмили поняла, что размеры отпечатков указывают на не до конца взрослое животное. Это означало, что где-то поблизости может находиться еще более крупный ягуар. Эта мысль изменила все. Теперь речь шла не о фотографии, а о возможном научном открытии, способном перевернуть представление о дикой природе. Эмили убедила Дэниела, что информация должна оставаться в тайне. Если раскрыть точное место, туда хлынут люди, и это может погубить редкое животное. Они приняли решение рассказать миру об открытии, но скрыть координаты. Вернувшись, они начали сотрудничество с природоохранными организациями. Когда фотография была опубликована, она вызвала огромный резонанс. Люди по всему миру обсуждали загадочного гигантского ягуара. Дэниел получил признание, о котором мечтал, но теперь это было не так важно. Главным стало другое – сохранить тайну и защитить существо, которое стало символом неизведанной природы. Эта история стала напоминанием о том, что мир все еще полон загадок, а человек должен не только открывать их, но и беречь.